Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам и традициям на 16 июля. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 16 июля. Далее все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, поддержите нас, нам будет очень приятно. Вы знаете, 16 июля православная церковь отмечает День памяти мучеников Мокия и Марка, которые пострадали за веру во Христа в IV веке. Эти святые символизируют стойкость и преданность вере, несмотря на жестокие гонения и испытания. В этот день также чтят память мучеников Диомида Кесарийского, Евлампия, Антиксипиадота и мученицы Галендухи, пострадавшей в 108 году в Кесарии Каппадокийской, а также преподобного Исаии Отшельника. Мокий и Марк жили в IV веке, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям со стороны римских властей. Император Максимиан, известный своими гонениями на христиан, пытался искоренить новую веру, и его правление ознаменовалось множеством мучеников. Мокия и Марка схватили за то, что они открыто исповедовали христианство. Их привели на суд к правителю Максимиану, который требовал, чтобы они отреклись от своей веры и принесли жертву римским богам. Однако Мокий и Марк отказались совершить языческий обряд, оставшись верным христианским принципам. За это их приговорили к смерти через усекновение мечом. Эти мученики олицетворяют непреклонную веру и стойкость, несмотря на угрозу смерти. Их подвиг вдохновляет многих верующих на протяжении веков, напоминая о важности веры и преданности Богу. В 108 году в Кесарии Каппадокийской разразились жестокие гонения на христиан. Диомид Евлампий, Антиксипиадот и Галендуха были среди тех, кто пострадал за свою веру. Они отказались поклоняться языческим богам и остались верному Христу, за что их подвергли мучениям и казнили. Диомид Кесарийский, известный своей мудростью и учительскими способностями, активно проповедовал христианство, что вызвало гнев властей. Евлампий и Аскипиадот, его ученики, следовали его примеру, неся Слово Божие и обличая языческое идолопоклонство. Мученица Галендуха, вдохновленная примером своих соратников, также отказалась отречься от веры и принести жертву языческим богам. Их подвиги свидетельствуют о великой силе веры и духа, которая преодолевает страх перед смертью и мучениями. Преподобный Исаия Отшельник, память которого также отмечается 16 июля, жил в уединении и молитве, посвятив свою жизнь служению Богу. Он выбрал путь отшельничества, стремясь к духовному совершенству и близости с Богом. Исаия Отшельник был известен своей мудростью и духовной силой. Его молитвы и советы помогали многим верующим укреплять свою веру и находить утешение в трудные времена. Его жизнь служит примером глубокого смирения и преданности Богу. День памяти мучеников Мокия и Марка, а также других святых, которые чтятся 16 июля, напоминает верующим о важности верности и преданности Богу. Эти святые являются примером стойкости и мужества в условиях гонений и испытаний. Их жизнь и подвиги вдохновляют на сохранение веры, несмотря на любые препятствия и трудности. Мученики Мокий и Марк, Диомид Кесарийский, Евлампий, Аксипиадот, Галендуха и преподобный Исаия Отшельник продолжают оставаться символами духовной веры и непоколебимой силы для всех христиан. В народном календаре 16 июля отмечается Маков день, также известен как стажары. Этот день был наполнен народными приметами, предупреждениями и ритуалами, связанные с маком, одним из самых загадочных и мифических растений. Праздник имеет глубокие корни в народных традициях и верованиях, которые формировались на протяжении веков.
Название праздника связано с созвучием имен святых мучеников Марка и Мокия с названием растения мака. Мак, это как растение, занимает особое место в народной культуре и фольклоре, символизируя как защиту, так и целебные свойства. По народным приметам 16 июля считался несчастливым днем у наших предков. В этот день не рекомендовалось начинать новые дела или предпринимать важные шаги. Люди старались быть осторожными и избегать рискованных действий. В Маков день следует проявлять повышенную осторожность и внимательность. Считалось, что в этот день можно легко привлечь неприятности, поэтому лучше сегодня избегать конфликтов и сохранять спокойствие. В этот день было принято угощать незнакомых людей, что символизировало гостеприимство и доброжелательность. Считалось, что таким образом можно избежать бед и привлечь удачу. Маковые зернышки клали в обувь будущих молодоженов, чтобы их жизнь была долгой и счастливой. Этот обычай символизировал защиту и благословение на долгую совместную жизнь. Посыпали порог дома маками, это считалось защитным обрядом. Считалось, что мак отпугивает злых духов и защищает дом от нечистой силы. Маков день, отмечаемый 16 июля, богат был на различные обычаи и традиции, связанные с использованием мака. Это растение считалось в народе мощным оберегом, способным защитить от злых сил и привлечь благополучие. Существовало множество ритуалов и примет, связанных с маком, которые передавались из поколения в поколение. С давних времен мак использовали в качестве оберега. Люди верили, что его семена обладают магической силой и способны защищать от злых духов и приносить удачу. Для создания оберега нужно было осветить горстку семян мака в церкви. Затем эти семена зашивали в мешочек, который носили с собой или держали дома. Такой оберег защищал своего владельца от негативных влияний и привлекал богатство. Те, кто вступал в брак 16 июля, рекомендовалось посыпать мак в обувь на время свадебной церемонии. Этот обычай помогал защищать молодую семью от зависти и несчастья, обеспечивая ей счастье и гармонию. Мак также использовали в различных ритуалах, направленных на защиту и привлечение удачи в повседневной жизни. В Маков день было принято сыпать мак в колодцы, чтобы они не высыхали, и вода в них всегда была чистой и свежей. Этот ритуал символизировал заботу о водных ресурсах и благодарность за дарованную воду. Семена мака клали под подушку, чтобы избавиться от бессонницы и обеспечить себе спокойный и здоровый сон. Считалось, что маковые зерна успокаивают и защищают от ночных кошмаров. Для привлечения финансового благополучия маковые семена клали в кошельки. Это символизировало изобилие и постоянный приток денег. Люди верили, что такой ритуал поможет избежать денежных проблем и обеспечит обязательно стабильный доход. Маком посыпали и порог входной двери, чтобы защитить дом от нечистых сил. Согласно поверью, темные силы не могут войти в дом, пока не пересчитают все рассыпанные маковые зерна. Этот обряд служил мощной защитой от злых духов и негативной энергии. Мак также широко использовался и в народной медицине благодаря своим лечебным свойствам. Он был неотъемлемой частью многих рецептов, направленных на лечение различных заболеваний. Семена мака используют для успокоения нервной системы. Настои и отвары из мака помогали справиться с нервным напряжением, тревожностью и бессонницей. Мак применяли для лечения диареи, кашля и воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Его антибактериальные и противовоспалительные свойства делали его эффективным средством при различных инфекциях. Знахари использовали мак для снятия порчи и в качестве приворотного зелья. Считалось, что мак может нейтрализовать негативное воздействие и восстановить энергетический баланс. Мак был окружен и множеством мифов и легенд, которые придавали этому растению особое значение. В старину верили, что маковые цветы могут усыплять злых духов, защищая людей от их воздействия. Согласно легендам, маковые поля служили местом обитания добрых духов, которые охраняли людей и их дома. Считалось, что мак, собранный в определенные дни, обладает особенно сильной магической силой.
Мак символизировал плодородие, изобилие и защиту. Его яркие красные цветы ассоциировались с жизненной энергией и страстью, а черные семена – с магией и тайной силой. Также 16 июля в народном календаре этот день был известен как Стожары. Это праздник олицетворял глубинную связь между людьми и природой, объединяя в себе множество традиций и обычаев, связанных с сельскохозяйственным циклом и мифологическими представлениями о звездах и небесных светилах. Название Стожары имело несколько значений в народном понимании. Сам день Стожара является праздником, который отмечается 16 июля. Этот день символизировал завершение определенного этапа сельскохозяйственных работ и начало подготовки к новым. В народной мифологии стожары также ассоциировались с полярной звездой, вокруг которой, по представлениям, на привязи ходит лошадь. Эта звезда играла важную роль в ориентации на местности и была символом стабильности и постоянства. Стожары также называют высокие колья, вокруг которых насыпаны стога сена. Эти стога символизировали изобилие и достаток, обеспечивая трудом крестьян. Одним из основных традиций Макового дня, который также был известен как Стожары, была установка сенных стогов. Этот обряд символизировал завершение сенокоса и подготовку кормов для скота на зиму. В этот день крестьяне собирали сено и ставили его в стога. Этот процесс требовал большого мастерства, так как стога должны были быть устойчивыми и защищенными от дождя. В некоторых регионах существовал обычай разбрасывать последний стог сена по лугам. Это символизировало благодарность природе за урожай и надежду на будущий благоприятный сезон. В период стожаров часто шли дожди, что могло осложнять сельскохозяйственные работы. Существовали специальные обряды, направленные на прогон дождя. Крестьяне проводили своих детей на луга, где они бегали с непокрытой головой вокруг стогов, прося стожары прогнать дождь. Этот обряд символизировал единство человека и природы, а также выражал веру в магическую силу слова и действия. В народной мифологии полярная звезда играла важную роль как ориентир и символ стабильности. В представлениях христиан эта звезда была неподвижной точкой, вокруг которой вращалась небесная сфера. Образ лошади на привязи, ходящей вокруг звезды, подчеркивал цикличность еще и времени и неизменность природных законов. Высокие колья, вокруг которых насыпались стога сена, символизировали не только физическую устойчивость и прочность, но и духовную связь с землей и небом. Стожары в виде стогов сена являлись символом изобилия и плодородия, обеспеченного кропотливым трудом крестьян. Маков день, отмечаемый 16 июля, не только богат традициями и обрядами, но и содержит множество народных примет, которые помогали предкам предсказывать погоду и другие природные явления. Эти приметы и наблюдения передавались из поколения в поколение, становясь важной частью культурного наследия. Одним из главных признаков жаркой погоды было поведение насекомых. Если в Маков день комары и мошки вьются стаями, это означало, что впереди неделя жары. Наши предки внимательно наблюдали за поведением этих насекомых, считая их надежными предсказателями погоды. Убывающая вода в колодцах также говорила о жаре. Если уровень воды в колодцах падал, это было признаком наступления сухого и теплого периода. Поведение пауков тоже имело значение. Если они начинали плести паутину в Маков день, это предвещало теплую погоду. Считалось, что пауки чувствуют изменения в атмосфере и заранее готовятся к благоприятным условиям. Маков день крестьяне сыпали маковые зерна в колодцы. Считалось, что эти зерна обязательно защитят колодцы от высыхания и сохранят воду чистой. Этот обряд символизировал заботу о водных ресурсах и уважение к природе. Маковые зерна разбрасывали на пороге своего дома, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Согласно поверью, злые духи не могли войти в дом, пока не пересчитают все рассыпанные маковые зерна. Этот ритуал служил мощным оберегом от негативной энергии.
В Маков день крестьяне наблюдали именно за поведением лошадей, чтобы предсказать погоду. Если лошади фыркают, это к теплу. Если лошади ржут, это к дождю. Ну а если лошади храпят, это к ненастью. Поведение собак в этот день 16 июля имело также особое значение. Если собаки начинали валяться в пыли, это предвещало ненастье. Считалось, что животные чувствуют изменения в атмосфере и заранее готовятся к плохой погоде. 16 июля в Маков день отмечают свои именины: Александр, Антон, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Марк, Константин, Иван, Михаил и Филипп. Эти имена ассоциируются с надежностью, верностью и целеустремленностью. Не забудьте поздравить своих друзей и близких с именинами в этот особенный день. Пусть их жизнь будет наполнена счастьем, здоровьем и удачей. В народном календаре 16 июля – это время, когда следует соблюдать определенные запреты и ограничения. Эти традиции передавались из поколения в поколение и имели целью защитить людей от несчастья и бед. В день Моки и Демида строго запрещено было изготавливать защитные обереги, амулеты и талисманы, за исключением амулетов, выполненных из мака, собранного именно 16 июля. Эти маковые амулеты считались мощными защитниками, так как мак, собранный в этот день, обретал особую силу. Маков день слылся в народе несчастливой даты, поэтому не рекомендовалось начинать новые дела, особенно те, которые связаны с деньгами. Считалось, что любые начинания в этот день обречены на неудачу и принесут только потери и убытки. В этот день не следовало и пить алкоголь. В народе верили, что нечистая сила может проникнуть в тело выпившего и творить с ним все, что пожелает. Это может привести к большим неприятностям и проблемам со здоровьем. Не стоит много говорить без цели, ради того, чтобы язык почесать. В старину верили, что у болтуна могут выскочить волдыри на языке, от которых будет очень сложно избавиться. Считалось, что в этот день следует больше молчать и избегать пустых разговоров. Строго запрещалось собранного 16 июля мак использовать для сдобы и выпечки. Маковые зерна, собранные в этот день, должны были применяться только в качестве лекарственного средства. Нарушение этого запрета могло привести к несчастьям и к бедам. Маков день принято было добавлять и маковые зерна в корм для домашней птицы, чтобы куры лучше неслись, были здоровыми и крепкими. Кормление птиц только злаками без добавления мака считалось неправильным и могло привести к снижению продуктивности. В этот день не рекомендовалось давать деньги в долг, так как считалось, что должник не скоро вернет деньги, а это уже может привести к крупным ссорам и разрыву отношений. Лучше отказать просящему сегодня и дать нужную сумму уже завтра. Вот такой, друзья, у нас с вами день 16 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Поддержите нас, поставьте лайк обязательно этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.